В Антепе, в семье Казыма Аги, женщины, как всегда, доедают объедки после гостей на кухне. А в Стамбуле, в доме Халиса Аги, хорошие новости. Забравшаяся в дом девушка испугалась своей лжи и забрала заявление из полиции. Но Ферита это не спасло от указания деда жениться. Выбором невесты он поручает заняться жену покойного сына Ифакат. Он посылает ее ехать на родину, в Антеп. Наступает вечер. Служанка пакует Ифакат чемодан. Вдруг в комнату Ифакат постучал дворецкий. «Ага вас зовет», — сообщил Латиф бей. А у нее тем временем в постели брат покойного мужа, Архан, который изменяет своей жене. «Не нравится мне эта твоя работа», — говорит он Ифакат. «Иди лучше, пока жена не проснулась», — ответила она ему. Ифакат с дворецким идут омывать ноги Халису Аге. А Архан возвращается в комнату к жене, которая не подает вида, что не спит. Жена старшего внука, Асуман, сообщает мужу, что у них никогда не будет ребенка, так как из-за болезни ей нужно удалять яичники. Фуад успокаивает жену. «Давно мы не были на родине», — говорит Халис Ага невестке, и наказывает ей найти надежных людей в Антепе, достойных его имени, и девушку проверить, чтобы у нее не было недостатков. Утром семья собирается на завтрак, и Факат не присутствует за столом, так как рано утром она улетела в Антеп. Халис Ага очень строг со своими домочадцами, никто не может сказать слова поверх его, а также сесть за стол после него. Он говорит сыну Архану, чтобы через 2 дня тоже готовились лететь в Антеп. Сейран уговаривает мать отпустить ее к подруге за учебником. Мать не отпускает. Потом, благодаря сестре, соглашается. «Когда папа уйдет, у тебя есть 1 час», — говорит мать. Вдруг к тетушке прибегает знакомая и рассказывает, что приехала невестка Карханов, хочет внуков. Отец семейства был так рад и озабочен, что даже забыл, куда ему нужно идти. Суна, мечтающая о свадьбе, подслушав у дверей, счастлива, что может выйти за сына Карханов. Она обещает сестре забрать ее с собой в Стамбул. «Лучше прикрой меня, Юсуф уже ждет», — просит Сейран. А тем временем Ферит волнуется по поводу женитьбы. Он приезжает к своей девушке Пило, чтобы забыться. «Если ты не хочешь со мной расстаться и воспринимаешь женитьбу как формальность, я приму это спокойно», — говорит Пелин. События в Антепе. Юсуф признается Сейран в любви. «Люби, но не трогай меня», — говорит девушка, убирая его руки. «Что ты? Мы ведь тоже скоро поженимся. Или сбежим», — говорит Юсуф. Ифакат посетила рынок Антепа. А тетушка Хатуч дала соседке золотой браслет за хорошую новость. Сейран вернулась домой незамеченной. Суна рассказывает ей, что завтра они идут на вечеринку в хамам. Невестка Карханов присмотрит для себя там невестку. «Ты им что, баран жертвенный?» – возмущается Сейран. «Таков древний обычай», – говорит Суна. «Чего можно ждать хорошего от парня, который женится вслепую?» Злится Сейран и советует сестре не терять голову. Слуга советует Фериту не злиться, поставить подпись и все. Главное, кредитка на месте, едешь куда хочешь. Тетушка Хатуч хочет первая осмотреть Суну перед тем, как это сделает Ифакат.
Она говорит ей хорошенько помыться. Ты должна быть чистая, несмотря на то, что тебя завтра будут купать в хамаме. Наступает следующий день. Вечеринка в хамаме в разгаре. Советчица, которая приходила к Хатуч, рассказывает Ифакат про девушек. Ифакат обратила внимание на Сейран, но советчица сказала, что в невесты больше подойдет ее сестра Суна, дочь Казыма. До этих девушек еще никто не дотрагивался, и дедушки ваших семейств были очень дружны. Ифакат выбирает Суну. Архан говорит Фериту, что тетя Ифакат нашла ему невесту. В свое время ему тоже о подобном сообщил Латиф Эфенди. За эти годы я много плохого сделал себе и твоей матери. Не допускай таких же ошибок, советует отец. Дай шанс девушке, попробуй полюбить ее. А тебе никогда не хотелось другой жизни, спрашивает Ферит. Остается лишь мечтать, отвечает Архан. А в Антепе тем временем тетушка Хатуч опять за хорошую новость дает золото. «Скоро Суну придут сватать», — объявила тетя домочадцам. Суна сорвала джекпот, радуется отец и велит накрыть стол. А тетушка выдает невестке ключ от кладовой. Отец поцеловал Суну в первый раз. Ферит с родителями прилетели в Антеп, а сестры разговаривают об отце. «Что ты почувствовала, когда тебя поцеловал отец?» – спрашивает Сейран. «Ничего», – отвечает Суна. «Не знаю, для меня он это делает или больше для себя». У Сейран же одно желание, чтобы отец позволил ей поехать учиться. «Мы сегодня идем свататься?» – спрашивает Архан у Ифакат. «Сегодня Казым-ага приглашает нас в гости, а свататься мы идем завтра», – отвечает та. Ферит весел и бодр, так как накануне спланировал жениться лишь для дедушки. Он собирается прогуляться по городу. А тетушка Хатуч дает Сейран кучу поручений в городе.